Все знают, что произошло чуть больше, в общем-то, недели назад. Кстати, 3 января – это какая-то странная дата для Соединенных Штатов. 3 января они все время что-нибудь делают. То плохого генерала, если бы он был хорошим, его бы не надо было убивать на территории чужой страны. Но он был плохой генерал. Так там объясняют американские таблоиды. 3 января Сулеймани, генерал Сулеймани. 3 января Николас Мадуро. Не дают нам перейти с газовой темы. Нам задают вопрос. Убыток «Газпрома» за 24... Ничего, что я вас таким тоном озвучиваю. За 24 год какой? Что-то порядка 700 миллионов рублей. Из которых 1 100 000 000 это... 700 миллиардов. 700, прошу... миллионов сказал? Миллиардов, прошу прощения. Ну, да. Вот. Учет и контроль. 700 миллиардов рублей, из которых 1 100 000 000 000 рублей это списанные активы, списанные в Германии, еще в ряде стран, где их просто украли. А за 25 год поинтересуйтесь финансовыми результатами. Или там неинтересно, потому что там положительные финансовые результаты, поэтому такой каверзный вопрос вы задать не можете. Кстати, если что, открываете отчет «Газпрома» на странице 37 и 55, если я правильно помню, и там читаете про вот эти списанные, про списание активов. Открывайте для себя... украли, надо отражать в бухгалтерии. Да. Открывайте для себя чарующий мир бухгалтерии. Кстати, BP тоже, когда какие-то изменения всякого характера происходили, тоже, знаете, бухгалтерски отмечали, что да, теперь это нам не принадлежит, теперь мы это вот вычеркиваем. Вычеркиваем и соответствующий убыток пишем. Еще вопросы? Вы задавайте. Каверзные вопросы особенно приветствуются, потому что каверзные вопросы, как правило, здравствуйте, а ПХГ под Львовом? Подождите. Дождитесь конца программы. ПХГ под Львовом тоже будет. Так вот, сейчас у нас Венесуэла. Так вот, чуть больше недели назад у нас кое-что произошло, и в связи с этим мы хотим показать табличку и покомментировать. Комментарий будет несколько не такой, наверное, как многие ожидают. Табличка, я думаю, по оформлению понятно, взята с Википедии. Чем удобна Википедия, вот первая графа, там, где данные от Международного энергетического агентства, данные от ОПЕК, от BP, годов нет. Не-не-не, тут, если что, там можно посмотреть, что это они вот по состоянию на начало 25 года, там, это вот... Это мелочь. Даже к этому, я не к этому веду. Собственно говоря, многие посмотрели вот на эту страничку, сказали, ага, вот оно что. Теперь это все понятно. Кстати, если вдруг не нравится скриншот из Википедии, то у нас по телеграм-каналам, по разным сайтам более красиво оформленная статистика появлялась. Давайте на нее тоже глянем. Тем более, что дальше сеанс магии с последующим разоблачением будет. Вот видите, да, тут... Правда... Самое смешное, что у нас публиковали вот такую схемку, она соответствует данным примерно 2015 года, 2015, если что. Но это, опять же, не суть важно. Все равно много, больше, чем у всех, там, неважно. Опять же, неважно. Неважно почему. А неважно, потому что есть некоторая странность с венесуэльскими запасами, но об этом, если позволите, чуть подробнее скажем, чуть-чуть позже. Про эти Но сейчас мы познакомим вас с чуть более консервативными оценками запасов нефти в мире. То есть вот это все хорошо и здорово. Вот эти... Давайте, пожалуйста, следующую табличку. И если получится ее по мере ее демонстрации чуть-чуть увеличить, чтобы подсветить Венесуэлу, чуть-чуть увеличить можно будет. Если нельзя, то и ладно. Я думаю, многие здесь могут обнаружить Венесуэлу. Венесуэла у нас обнаруживается во второй нижней части. Это первая, 6-я строчка. И обнаруживается, что там 5 миллионов. 5 миллионов, не вот эти 304 миллиарда баррелей. То ли 5, то ли 9. А что это 1П? 2П. А это такая штука, знаете, называется разные категории запасов. Запасы нефти, как и любых других полезных ископаемых, проходят под разными категориями. Категории эти связаны с геологической изученностью, то есть что-то вы точно знаете, буквально что, где, как оно располагается, потому что структура там может быть очень сильно отличающаяся. Что-то вы знаете чуть меньше, а что-то вы предполагаете. Предполагаете, скорее всего, оно и говорите, наверное, этого там столько-то. Это международная классификация геологических запасов и ресурсов.
То есть... У нас есть своя российская, вот давно сложилась, я бы даже сказал, в 1928 году. А здесь международная. Больше экономики, чем геология, по сравнению с российской классификацией. Так вот. Кроме того, то есть на всех этих Википедия, BP, ОПЕК, 303 миллиарда баррелей, а тут организация какая-то в наглую. Кстати, кто это? А это Rystad Energy. Их данные, кстати, ОПЕК очень уважает и тоже использует. Так вот, она пишет, что 5 миллиардов баррелей, что характерно, страничка буквально в начале января куда-то делась. Это так, это я просто заметил, потому что слежу за этой темой. Куда-то делась, бывает. Так вот, 5 миллиардов баррелей доказанных запасов с высокой точностью, высокой геологической изученностью, высокой точностью данных о том, как они располагаются. И еще, запасы могут делиться не только исходя из геологических данных, но и исходя из экономических данных. То есть, что вам в том, что вот в этой залежи есть некое количество нефти, которую вы технически можете извлечь. Но вы потратите на это $100 на баррель, а заработаете $50 на баррель. Ну, допустим, или 60. Да ничего. Поэтому эти запасы вы не учитываете, пока нефть не начинает... Потому что это не запасы, а ресурсы. Ресурсы – это все, что находится в подземных кладовых. А запасами это становится, когда там звенит буква «З», золото, когда это экономически целесообразно извлекать. Ресурсы могут становиться запасами при росте мировых цен, пункт первый. Пункт второй, при появлении технологий, которые позволяют добывать с меньшей себестоимостью. И тут еще страшно. Оказывается, еще и технологии развиваются. Более того, то, что раньше считалось либо трудноизвлекаемыми запасами, либо вообще, господи, зачем мы... Ну, мы знаем, что там какая-то нефть, но мы же ее вообще не можем извлечь. Или можем, но этого... Технологии развиваются, и хопа, вы уже можете извлекать эту нефть. А есть еще... В 70-е годы в Соединенных Штатах были ресурсы сланцевой нефти, а в 2010 году они стали запасами, а были ресурсами. Потому что извлечь было невозможно, а тут раз, технология новая. Я дико извиняюсь. Тут вот прям... Дорогой Александр Владимиров, если вы... Это ваше настоящее имя, фамилия. Я вот сейчас, извините, волевым решением прерываем про Венесуэлу, тут нас упрекают. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Так и не понял, что же с ценой топлива в Севастополе? А вот по геоэнергетике у вас все класс. Когда кто-нибудь на этом канале будет говорить о проблемах в нашей стране и, кстати, о путях решения этих проблем? Дорогой Александр Владимиров, во-первых, с подключением вас. Это вообще хорошо, что вы нашли пульт, включили, или где вы нас смотрите. Во-вторых, в течение всего второго полугодия 2025 года Борис меня умолял, хватит про топливо, хватит. А у нас половина передач была посвящена топливу, и каждый раз, когда мы говорили про топливо, мы подсвечивали проблему цены в Севастополе и в городе федерального значения Севастополь, и в Республике Крым. Поэтому ваше замечание, конечно, прекрасно, но, знаете, промахнулись. Цельтесь лучше, надеюсь, что вы потрудитесь пересмотреть все наши программы, а пересматривать их можно на ВК. Можно делиться записями этих программ, если вдруг что. Опять же, чтобы вот Александр Владимиров наткнулся у вас, если вдруг он у вас вот в друзьях, посмотрел и понял, что на этом канале говорят о проблемах, и, что характерно, даже предлагают пути их решения. Но продолжаем про Венесуэлу. Так вот, а что это, как такая разница-то огромная? Там 303, а тут 5. Ну хорошо, не 5, но если по менее достоверным данным получается, 26 каких-то. Что это такое? Что это за расхождение? Сейчас скажем. А пока я попрошу коллег включить небольшой ролик нашего любимого Блумберга, который за нас нарисовал чудесную схему, ее анимировал, расположил там портреты. Вот. И по телеграм-каналам в Российской Федерации этот красивый ролик разошелся. Смотрите, опа, Чавес, опа, Мадуро. А что это? А это добыча нефти в Венесуэле. Вот видите, растет, снижается, опять растет, но тут приходит к власти Чавес, падать все начинает. Мадуро приходит, все начинает просто-таки рушиться. А мы можем вот убрать подпись Венесуэлы, Иран и Китай, чтобы там была еще одна довольно важная вещь. Года, вот, большое спасибо. И если можно, поставьте на паузу, вот когда закончится этот ролик, поставьте его на паузу, вот, чтобы
а немножечко он повисел, чтобы вот зрители могли посмотреть. Значит, смотрим, да, внимательно. Получается, где-то с конца нулевых годов начинается стабильное, 2007-2008 годы, получается, начинается стабильное снижение, и по большому счету оно переходит в неконтролируемый такой прям, приобретает неконтролируемый характер в конце десятых годов. Ага. Позвольте, я еще раз попрошу запомнить это, что в конце нулевых начинается снижение, и в конце десятых... В 2008. Не будем это. Кстати, что интересно, Чавес пришел к власти, по-моему, первый срок у него был в 99-м году, но тут, видите, чуть-чуть сместили. А то, если 99-й, это что получится? При нем был как-то нехорошо, видимо, нехорошо. А теперь немножечко подробностей. И особенно я надеюсь, что посмотрят нас те, кто либо постит эту дрянь в телеграм-каналах, либо видел эту дрянь в телеграм-каналах. Так вот, чем это сопровождается? Некоторые наши экономические блогеры, наши, проживающие здесь, занимающие патриотическую позицию экономические блогеры уже высказывались. Мол, до чего социалисты довели Венесуэлу, эту богатейшую страну, в которой самые богатые запасы. До чего довели? Вон при них все стало рушиться. И правда, смотрим на график, все рушится. А у меня вопрос. А вот если мы будем пользоваться этой логикой, то что мы можем сказать о добыче в Соединенных Штатах? Вот постоянные читатели моего личного телеграм-канала «Нефтегазовая игра» уже в курсе, но я нарисовал, пользуясь вот этой логикой Блумберга, я нарисовал схему. А фотографии? Я фотографии приделал. Я, конечно, не анимировал, извините. Извините. Смотрим, да, вот у нас Барак Обама у власти, хопа, падает добыча нефти в Соединенных Штатах. Дональд Трамп у власти не просто падает, а рушится добыча нефти в Соединенных Штатах. Что характерно. Если Но потом приходит Байден. Но потом приходит Байден, и при нем вот это вот человеке добыча начала расти. Рухнула же, при нем же рухнула. А расти начала при Байдене. Если все портретики Кстати, если все портретики расположить, а еще числовые значения чуть более подробно расписать, то у нас получится, что с 1983 года, вот примерно при Рейгане, началось не с 83-го при Рейгане, а вот после 83-го года, где-то начиная с Рейгана, началось падение добычи в Соединенных Штатах. При Джордже Буше старшем продолжилось. При Клинтоне продолжилось. При Джордже Буше младшем тоже продолжилось. При Зеленом Обаме только произошел некоторый рост, но он потом исправился, и вот падение. Кстати, снижение с 1983 года по 2008 и 2009 составило в абсолютных значениях примерно ту величину, которая на максимумах добывалась в Венесуэле. То есть в Соединенных Штатах добыча упала на тот объем, который нам показывают, уважаемые господа из Блумберга, и говорят, вот видите, как много добывали в Венесуэле. Так в Штатах на этот объем добыча упала. Какие социалисты это сделали? Или тут мы можем сказать, смотрите, 80-е годы, падение цен. Потом проблемы с добычей связаны с истощением традиционных запасов, происходил рост себестоимости. При тех ценах увеличивать добычу было невозможно. И вообще только после того, как произошла сланцевая революция, вот тут начала расти добыча. И то там были некоторые перерывы, связанные с экономическими сложностями. Например, в конце нулевых годов случился мировой экономический кризис. И поэтому были проблемы. А потом сланцевая революция. А потом, знаете, кризис на мировом рынке нефти. И вот снижение при Обаме. Это не из-за Обамы. Это объективные причины были. Потом был кризис конца 2018 года, и в 2020 году начала сыпаться добыча под давлением коронавирусного кризиса. Это не из-за Трампа, это потому что коронавирус. То есть, когда мы говорим, когда уважаемые российские патриотические экономические блогеры говорят про ненавистных им венесуэльских социалистов, то они виноваты. А когда мы смотрим на Соединенные Штаты, то те же самые процессы и в абсолютных величинах либо превышающие, либо как минимум равные проблемам Венесуэлы, то там виноваты не руководители Соединенных Штатов, а масса объективных причин. Я замечу, в конце нулевых годов кризис. Да, добыча снизилась, представляете? Когда у вас вместо $120 за баррель нефть начинает стоить $40, $60,
как-то вы не будете форсировать добычу на месторождениях, которые просто дороги, где нефть дорогая в производстве. Далее, если у вас случается кризис на мировом рынке, и нефть опять сыпется со 100 и более долларов до где-то 60, а потом 50 долларов, то у вас, как и в Соединенных Штатах, вот тут вот, это 15-й год, вот видите, где Обама там на горочке сидит, это 15-й год, июль 15-го года, начинает снижаться добыча на 1 200 000 баррелей. По странному стечению обстоятельств, кстати, правда, странному стечению обстоятельств, в Венесуэле примерно на тот же объем добычи снизилась. Примерно тогда же. То есть у них было 2,7 миллиона баррелей, стало, где-то 1,7, 1,5. Кстати, на этом графике легко заметить дату подписания соглашения ОПЕК+. Да. Вот. Что-то начало исправляться. Кто бы мог подумать? Это, кстати, вот интересно, если с той же логикой показать рост добычи в Китае, где компартия у власти, мне кажется, у российских патриотических экономических блогеров несколько порвется шаблон, а его потом зашивать, кому это надо? Так вот. Давайте смотреть на объем добычи в КНДР, там ровно. Да. Но, кстати, никакие кризисы не влияют. А я сейчас позволю себе дальше довести до абсурда вот эту чудесную логику с Венесуэлой, добычей. А давайте мы посмотрим, как менялись запасы. Все же сейчас бегают. Венесуэла, запасы. Ой, какие запасы в Венесуэле. Только из-за глупого руководства Венесуэлы, из-за его некого неправильного положения эти запасы падали. Добыча падала. Хорошо, мы даже готовы согласиться. Но получается, что при них не просто рост запасов произошел, а какой-то неприличный рост запасов. Смотрите, 81 год. 20 с небольшим миллиардов баррелей. Так, значит, 91 год, 59 миллиардов баррелей. Приходит Чавес. Из 70 почти 8 миллиардов баррелей начинается стремительный рост. 172,3, 211,2, 297. И потом Мадуро так, хопа, 303,8. Давайте пользоваться этой логикой. Она дурацкая, да, разумеется. Так тогда она дурацкая везде. Или когда надо что-то показать, либо российским патриотическим экономическим блогерам, либо западным изданиям, видимо, у которых мысли подсматривают российские экономические блогеры. Вот, там одна логика. А когда про США или про объемы запасов, там другая логика. Но еще раз, запасы в Венесуэле – это вещь спорная. Давайте подведем вот такую черту. Мягко скажем, спорная. Но это странное слово «запасы» включает ресурсы, которые извлекать вообще нет смысла при нынешних ценах. Просто нет смысла. Либо новые технологии требуются, либо ждать, когда цена поднимется выше 80 долларов за баррель. А смешать в одну кучу запасы и ресурсы можно получать удивительные числа. Я могу задать вопрос, когда рисуют запасы нефти в России. Вот в Канаде и в Венесуэле нефть битумозных песков учтена, а у нас Баженовская свита нет. А давайте приплюсуем. Кстати, некоторые наши аналитики, которые очень расстроили, что Венесуэлу ставят на первое место, они такие, погодите, а у нас есть Арктика, у нас... кстати, правда, у нас Арктика, у нас неразведанная. У нас битуминозные пески. У нас, собственно говоря, Баженовская свита. Давайте даже самые большие недруги России оценивают в 20 миллиардов тонн, не баррелей. Если что, на 7,5, 7,2, в зависимости от плотности нефти, надо чтобы пересчитывать. Либо делите, либо умножаете, в зависимости от того, что вы хотите получить. Из баррелей нефти или из нефти баррели. В смысле, из тонн баррелей. Да, из баррелей тонны или из тонны баррели. Вот. Так что запасы – это очень спорный вопрос. И, кстати, мне понравилась вообще логика. То есть у нас сначала стали говорить, все понятно, американские нефтяники проплатили, чтобы Байден пошел, чтобы Байден, прошу прощения. Все, я уже запутался в этих людях. Хотя какая разница, как их зовут, если честно, в плане внешней политики? Ах да, Байден снимал санкции с Венесуэлы, а Трамп их накладывал, кстати. Но при этом Байден черпал нефть из государственного резерва. Да. Ай-яй-яй. Кстати, все непросто. Мне больше всего повеселило, когда Трамп такой,
В нулевом порядке, не в первом, в нулевом порядке. Меня повеселило, что у нас, значит, экономические блогеры, они, видимо, думают примерно как Трамп, судя по тому, что Трамп примерно в том же ключе излагал дальше из серии. Да, эти вот руководители, эти вот социалисты в Венесуэле, что они сделали? Они вот видите, как при них добыча упала. Не-не-не, это не важно, что я ввел санкции в 2019 году, и там падение было. И не важно, что у нас падение тоже было когда-то, когда были проблемы на мировом рынке. Не важно, туда не смотрим. Вот, это из-за них все падение было. Вот, а сейчас мы будем там добывать. Кто мы? Вот, кто мы? Ну, у нас сразу. Ну, понятно. Американские нефтяники пришли. Мы тебе, Трамп, деньги давали на предвыборную кампанию? Давали, все, Венесуэлу нам. И тут Трамп собирает нефтяников. Говорит, давайте. Добывайте. Бури, дед. Бурите. Бури, детка, бури. А нефтяники говорят, чего? Зачем? Где? Как? С кем ты там договорился? О чем речь? Вот. Нет, бурить мы можем. Но зачем? Но зачем? Тут еще какой момент. Меня вообще во всей этой истории забавляет следующее. Трамп как будто не замечает, что Венесуэла поставляла в Соединенные Штаты Америки нефть. И единственное вообще, кто мешал этим поставкам, это были Соединенные Штаты Америки. Притом, если назвать конкретно фамилию, то эта фамилия будет Трамп. Трамп образца 2019 года и Трамп образца 2025-2026 годов.